Однажды в Италии пропала женщина. Как в воду канула, ни следа ни свидетеля, ни строчки на прощание, ни волоска с головы. Тела тоже нет, но, несмотря на это, суд признал, что Роберта Рагузо убита, и не кем-нибудь, а собственным мужем Антонио Лолли. Не признавший себя виновным вдовец отбывает назначенные ему 20 лет, а журналисты продолжают пересказывать эту историю. С одной стороны на все лады, с другой все время на один манер. Это всегда про несчастную Роберту и ужасного Антонио, что, впрочем, вполне объяснимо, жертва всегда права, а обвинять пострадавших от домашнего насилия сейчас не в тренде, ну да никто и не собирается. Но все же, домашнее насилие не стихийное бедствие, у него есть причины от нас зависящие. И если мы можем предпринимать что-то, чтобы предотвратить последствия наводнений и ураганов, то уж точно можем попытаться понять, куда стелить соломку, чтобы не стать жертвами чужих и своих ошибок. В этом видео я попытаюсь взглянуть на ситуацию и рассказать о ней не с точки зрения репортеров горячих новостей или судей, а глазами простого обывателя, потенциальной жертвы, и попробовать ответить на вопрос, что же все-таки произошло, а главное, можно ли было это предотвратить. Ну а вы можете вынести свой собственный вердикт, кто виноват, в чем и каких ошибок никогда не допустите вы сами. Однажды в Италии. Антонио родился в 1961 году и был старше Роберты. Они познакомились в магазине его матери, когда ему было 15, а девочке всего 10. И уже тогда он решил, это ангелоподобное создание с огромными голубыми глазами станет его женой. А пока он заменил Роберте старшего брата, присматривал за ней, учил жизни, в общем, взял под опеку. Особенно, кстати, пришедшуюся, когда родители совсем юной девушки умерли, и она осталась одна. Она была ему благодарна и обожала его. Ему нравилось быть ей опорой и наставником, тем более единственным. Он хотел быть центром ее мира, и очень быстро он им стал. Они поженились и были очень счастливы. По крайней мере, выглядели счастливыми и, по крайней мере, в первые годы. Семья жила на большой вилле, подаренной им свекрами, дом которых стоял рядом, на этом же участке. Но ситуация не вполне идиллическая. Свекры глаз с молодой хозяйки не спускают, постоянно критикуют, любая даже самая мелкая покупка или переделка в доме должна быть согласована с ними, а добиться их понимания получается редко. Роберте это, понятное дело, не очень-то нравится, но на открытый конфликт она не идет, решив, что ради спокойствия детей будет терпеть. Да и времени на выяснение отношений особо нет, Антонио работает на 3 работах, Роберте тоже есть чем заняться. У семьи есть автошкола под названием «Футура». Ее открыли Антонио с отцом Вальдемара, но записали на невестку, так что Роберта вынуждена успевать вести дом и дела фирмы. Вообще-то ей нравится мода, и она хотела бы открыть магазин одежды. Но жизнь рано научила ее, что даже когда голова в облаках, ноги должны твердо стоять на земле. Так что занята она делами семьи, а не тем, что хотела бы сама. Скоро у пары рождаются дети, сначала сын Даниэль, и потом через 3 года дочь Алессия. Конечно, дети сильно меняют жизнь, но не для Антонио. Вся ответственность и заботы о них легли на жену, так что у нее теперь тоже 3 работы, причем одна из них круглосуточная. Женщина все больше устает и разочаровывается в браке. Вместо помощи от мужа только советы и команды. В глазах Роберты он теперь выглядит холодным, эгоистичным, невнимательным и постоянно отсутствующим. А то, что раньше казалось ей отеческой заботой, теперь воспринимается как властность и желание командовать всем и всеми. Брак превратился в высохшую оболочку, в нем нет не то что страсти, элементарной нежности или хотя бы теплой привязанности. И только бесконечное выяснение отношений, все время об одном и том же, и все время без толку. Говорят, женятся на надеждах, а замуж выходят за обещания. И поскольку выполнить свои обещания куда легче, чем оправдать чужие надежды, то обманутых жен гораздо меньше, чем несчастных мужей. Не знаю, есть ли на этот счет какая-то статистика, но случай этой семьи не совсем в нее укладывается, они несчастны оба. И какими бы справедливыми ни были требования Роберто к Антонио, он никогда не обещал ей того, что она от него хочет. К тому же его надежды в этом браке тоже обмануты.
Он женился на маленькой девочке, которую хотел сделать под себя и управлять ею во всем. Но девочка вдруг выросла и захотела равноправных отношений. Казалось бы, зачем пытаться сделать из кого-то то, чем он не является, не проще ли развестись? Но то ли по экономическим соображениям, то ли по моральным, а может и вовсе из упрямства или глупости, развода не хочет никто. Они словно соседи, живущие каждый по своему расписанию, и даже в одной постели встречаются ненадолго, порознь ложась спать и порознь вставая. Дети описывают их отношения как хорошие, но прохладные. Они никогда не видели, чтобы папа обнял маму или чтобы мама чмокнула папу в щеку. Смириться с этим Роберта тоже не желает. Выбирая моменты, когда дети не видят, она пытается заявлять мужу о своих правах, но не получает ничего, кроме ссоры или очередной порции грубостей. Эти ссоры становятся все громче, слова все жестче, иногда доходят до взаимных угроз. Тогда она заводит дневник и уже ему высказывает все, что не хочет слушать Антонио. Возможно, она надеется, что муж прочтет его. Тщетно. Даже если и читал, ничего не изменилось. А могло ли быть иначе? Можно ли, обвиняя и критикуя, заставить проявлять внимание и любовь? Вот отрывки из письма, написанного Робертой для Антонио за несколько дней до ее исчезновения. «Ты не замечаешь, что я живу жизнь вне моей жизни, что мои глаза смотрят в глаза, которые в ответ не смотрят в мои. Мы оба не даем друг другу того, что хотим, мы разочарованы. Мы настолько погрязли в привычке, что кажемся стариками. Я устала. Старые споры о все тех же повседневных темах. Мне надоело просить у тебя то, что любой мужчина с хоть каким-то разумом понял бы сразу. Я в отчаянии от твоей манеры отвечать, всегда прикидываясь, что не понял или оспаривая факты. Я больше не могу выдерживать то, как ты ведешь себя со всеми нами, все время ни к месту, ни по делу раздражающе. Если бы у тебя была хоть крошка чувствительности, ты спросил бы себя, что я дал, что даю моей подруге. Я беспокоюсь тем, о чем она думает, чувствует, желает. Но ты живешь свою жизнь, отдаешься своим интересам, вдалеке отсюда, вдалеке от меня. Ты никогда ничего не помнишь, ни цветочка, даже когда родился первый ребенок. Было бы так же и когда родилась дочка, если бы другой человек не дал тебе совет. Вот и сегодня, к примеру, ты не помнила о нашей годовщине. Очередное разочарование. Знаю, что ты не любишь читать, так что я останавливаю эту реку слов, зная, что они все равно оставят тебя безразличным в твоем претенциозном цинизме, в твоем высоком мнении о себе. Неважно. Больше нет. Целую, Роберто. Без сомнения, Роберта несчастна, и это сквозит в каждой ее поэтической строчке. Но чего она хочет, а главное, может ими добиться? Если в письме, которое написано как результат размышлений, она не задает ему ни одного вопроса, не предлагает со своей стороны ничего, не высказывает хотя бы предположение, что, возможно, где-то ошиблась и она, а только обвиняет и упрекает, что тогда она говорит ему на словах, не подумав? Если там, где взвешено и выверено каждое слово, она говорит мужу, что любой был бы понятливее, чем он, что она могла кричать ему, когда злилась, пусть даже со всеми на то основаниями? И как он чувствовал себя при этом? Хотелось ли ему сделать для нее что-то приятное? Без внимания, любви и заботы Роберта, красивая яркая женщина, словно померкла, набрала вес, потеряла улыбку и все же продолжает отчаянно пытаться все исправить. Ну как пытаться? Как может, так и пытается. Пилит, требует, ссорится. Те же самые действия в надежде на другой их результат. Вряд ли это помогло бы и при более благоприятных обстоятельствах, а уж при тех, что сложились к тому моменту у Антонио, у него давно уже есть другая. Роберта не понимает главного, она больше не та, которую он любил. Бедная девочка-сиротка, глядящая на него снизу вверх своими огромными голубыми глазами, внимающая каждому слову и почти боготворящая своего покровителя. Заявив о правах взрослой, зрелой, умной и способной принимать решения женщины, потребовав равенства в отношениях, она, возможно, поступила правильно, и психологи такой шаг одобрили бы. Особенно, если бы она была готова принять последствия такого шага и оставить мужу право принимать в связи с этим свои решения.
Ведь дело не в том, что Антонио капризный тиран, заставляющий дам подчиняться ради развлечения. Он попросту не умеет общаться со взрослыми женщинами. Он не готов к равноправию, ему нужно быть абсолютным властелином при безропотно подчиняющейся жене. Его профиль – это маленькие испуганные девочки, которых нужно спасать и которыми легко руководить. И такую девочку взамен потерянной в Роберте он нашел. Саре Кальцала ей едва исполнилось 20, она в 2 раза младше Антонио, да к тому же осталась сиротой по отцу. И, какая удача, девушка пришла в автошколу Футура учиться на права. Сначала Лолио учил ее вождению, потом пригласил домой поработать няней, потом взял секретаршей на фирму. Роберта не возражала, она видела в Саре юную себя, и ей тоже хотелось помочь девушке. А вот Антонио, похоже, он влюбился. С Сарой он снова почувствовал себя в центре мира, важным, главным, уважаемым и обожаемым, тем, кому смотрят в рот и чьи советы воспринимают как приказы к немедленному исполнению. Да и Сара, похоже, влюблена, и, что для Роберты было бы удивительно, счастлива. То ли она видит Антонио другими глазами, то ли с ней он и впрямь другой. А может и вовсе все вместе. Сара считает своего любовника лучшим мужчиной на свете. Милым, обаятельным и, подумать только, внимательным и романтичным. Вот одна из записок, которую черствый сухарь Антонио написал Саре. «Знаешь что? Я люблю тебя. Моя милая, единственная любовь, ты солнце моей жизни, и день за днем освещаешь мой путь. Не гасни никогда, или я потеряюсь во тьме». Или еще. «Дорогая принцесса, приглашаю вас отправиться с ниже подписавшимся принцем, чтобы провести 3 дня по-королевски». «Принц-ангел, я польщена прекраснейшим предложением, которое вы мне сделали. Буду счастлива сопровождать вас эти 3 дня даже на другом краю света». «Путешествие будет длиннейшим, целых 3 часа через 1000 опасностей, но не беспокойся, твой принц тебя защитит. Мы поедем через леса и долины днем и ночью, а когда достигнем цели, будем очень много спать и особенно вместе». Эти отношения длятся до сих пор. А к моменту исчезновения Роберты в 2012 году им было уже 8 лет. Причем жена, как водится, обо всем узнала последней. Подруги советовали Горемычной присмотреться повнимательнее к слишком уж теплым отношениям между ее мужем-боссом и вездесущей секретуткой. Но та в упор отказывалась что-то замечать, воспринимая Сару практически как члена семьи. К тому же девушка принадлежит к свидетелям Иеговы, а там насчет отношений с женатыми очень строго. Ну, Сара-то, может, и принадлежит, а вот Антонио нет. И Роберта лучше других знает, как много и легко врет ее муж. Любовники обзавелись специальными телефонами для разговоров между собой, но 8 лет хватит, чтобы начать что-то подозревать и слепому. А уж когда твой муж каждый вечер поднимается на чердак и проводит там часы... Вообще, возможно ли, что Роберта действительно все эти 8 лет ничего не замечала? Кто знает, может, просто не хотела замечать. Или хотела убедиться, или, может быть, выжидала. Ну вот, наступает новый 2012 год. Эта зима выдалась тоска не особенно холодной, да и между супругами лед. Роберта наконец узнает точно и о существовании другой, и о том, кто эта другая. Однако собирать детей в охапку и хлопать на нервах дверью не для нее. Она подходит к вопросу прагматично, решив заставить изменника заплатить за все и по самому высокому ценнику. Ей есть на какие рычаги нажимать, автошкола записана на нее одну, она в курсе всех не слишком чистых сделок и операций, которые проводили ее муж и свекр. Суд строгий к супругам-изменникам явно будет на ее стороне. Она может не просто оставить Антонио без денег, Роберта способна уничтожить его репутацию, которая и без того не самая лучшая в городе. Он не нравится буквально никому. Все его считают человеком-одиночкой, неприятным, вредным и постоянно затевающим ссоры на ровном месте. Удержаться от удовольствия пригрозить Роберта не может и в ответ получает свою порцию угроз, гораздо более жестких. Нет, в то, что Антонио и впрямь может убить ее, Роберта не верит, ведь руки на нее он никогда не поднимал.
Может, и зря не верит. А впрочем, после одного странного случая она засомневалась и в этом. Они с Антонио убирали на чердак рождественские украшения. Он стоял на лестнице сверху, она передавала ему коробки снизу. Как вдруг Антонио потерял равновесие и упал, сбив и Роберту. При падении она ушибла плечо и ударилась головой, чудом не разбив ее об угол. Ей пришлось обратиться в больницу, ничего серьезного не обнаружили, но, что называется, осадочек остался. Подруге Роберта рассказала, она подозревает, что Антонио толкнул ее нарочно. Это падение случилось 10 января, а всего через 3 дня Роберта исчезла навсегда. Пожелав всем спокойной ночи, составив список покупок на завтра, в розовых пижаме и тапочках, не взяв ни денег, ни документов, ни своих драгоценных детей. Существует множество версий произошедшего в эту ночь. Первая из них принадлежит Антонио. Вечером все было как всегда, они легли спать около полуночи. В 6:30 утра он проснулся и не обнаружил Роберту ни в постели, ни в доме. Он кинулся искать ее там, где она, по его мнению, могла быть. Объехал округу и заехал на кладбище, проверить, нет ли жены на могиле ее родителей. Поискав Роберту до обеда, в 13:30 он подал заявление о розыске в полицию. Там он сообщил, что у них идеальная семья, идеальные отношения, и у него нет абсолютно никаких идей, зачем бы Роберте уходить в ночь. Единственная версия, что из-за удара головой она повредилась рассудком, и сейчас, видимо, блуждает где-то в беспамятстве. Поначалу эта версия была основной. Роберту искали полиция, волонтеры, вертолеты, водолазы, собаки. Подключились специализированные телешоу. Все бесполезно, нигде ни следа. То есть, конечно, были следы ДНК в машине Антонио, но это естественно. А ничего криминального вроде следов борьбы или крови там не обнаружилось. Молодая любовница Сара, послушавшись, как всегда, взрослого любовника, уничтожила телефон и симку, с которой разговаривала с ненаглядным. А потом с чего-то вдруг решила подумать своей головой. Отправилась в полицию и рассказала всю историю их отношений. Вряд ли это был акт гражданской смелости, скорее наоборот. Дама испугалась, что если этого не сделает она, то сделает кто-то другой, ведь слухи о них с Антонио ходили в городе давно. Из распечаток телефонных разговоров выяснилось, что Антонио соврал насчет хронологии последнего вечера с Робертой. Он отправлялся на чердак, чтобы, как обычно, созвониться с любовницей. Причем последний звонок длился лишь несколько секунд. Напрасно Сара пыталась уговорить следователей, что Антонио просто такой романтик. Позвонил только, чтобы сказать «я тебя люблю», и отключился. Полиция не поверила. И предположила, что звонок оборвался, потому что Роберта застала неверного мужа на месте преступления. Этого оказалось достаточно, чтобы Антонио из свидетеля превратился в подозреваемого, но звонок любовницы и убийство жены – это все же разные вещи, и если в первом сознались, то по второму не было даже улик. Правда, был мотив, простое как мир желание избавиться от опостылевшей супруги и обойтись при этом без дележки имущества, но мотив – это еще не доказательство. И полиция начала рыть землю. Активно, но безрезультатно. И, скорее всего, так безрезультатным все бы и осталось, но вдруг, о чудо, через 8 месяцев после события у него появляется очевидец. Его зовут Лорис Годзи, и свидетель он просто отличный. Религия его народа, синтия попросту цыгане, запрещает ему доносить на кого-то властям, а в прошлом у него несколько судимостей за наркотики. И вот, по каким-то ему одному известным мотивам он вдруг ни с того ни с сего решает положить на цыганские традиции, явиться в полицию и рассказать кое-что интересное про подозреваемого. Оказывается, Лорис видел Антонио в ночь исчезновения Роберты. Уже после полуночи он ездил забрать жену, работавшую в пиццерии, вечернюю смену, и заметил на обочине машину, а в ней Антонио Лолли, который утверждает, что всю ночь провел дома. Да, именно Антонио, вне всяких сомнений. Он прекрасно его разглядел, потому что включил дальний свет. Зачем? Чтобы видно было, затем и включил. Кроме водителя в машине никого не было, фары были выключены, мотор заглушен. Ах да, Антонио попытался закрыть лицо рукой, чтобы его не разглядели. Лорис отвез жену домой и опять вышел на улицу с собакой. Снова увидел машину, а рядом с ней мужчину и женщину, которые ссорились.
Женщина кричала «Помогите!». Увидев, что Лорис приближается, мужчина швырнул женщину в машину, так что она, похоже, ударилась головой. Действительно, суперсвидетель. Непонятно, правда, почему он 8 месяцев молчал и почему теперь вдруг решил выступить. К тому же многие криминологи считают, что через такой долгий срок, как 8 месяцев, память неизбежно искажает события, натягивая фантазии на реальность. Но следователи не обращают на это никакого внимания. Единственная нестыковка, которая, по их мнению, осталась в деле, это отсутствие тела. И не то чтобы принцип «нет тела, нет дела» был в Уголовном кодексе Италии, просто нужно хоть как-то объяснить, куда же оно подевалось. И объяснение находится. По данным энергокомпании, в эту ночь зачем-то включался давно не работавший кладбищенский крематорий. Учитывая, что одна из работ Антонио электрик на том самом кладбище, это и правда многое объясняет. Но и тут не без нюансов, ведь на кладбище должен быть какой-то охранник. Что по этому поводу может рассказать он? К сожалению, ничего. В 2016 году он совершил суицид, бросившись под поезд недалеко от дома семьи Лольи. Наркоман, что возьмешь? Правда, родственники погибшего считают, что самоубийство связано с происшедшим в ту ночь на кладбище. Дескать, работавший там сторожем парень после случившегося был сам не свой, нервный, дерганный, будто измученный чувством вины и чего-то боявшийся. Может, наделав долгов, он купился на чье-то предложение заплатить за включенный крематорий или даже за что-то похуже. Увы, все это так и останется домыслами. За 4 года следствие охранника ни о чем не спросило, а теперь уже спрашивать не у кого. В общем, если брать во внимание только перечисленные факты, а журналисты говорят в основном о них, дело получается и впрямь каким-то высосанным из пальца. А главный аргумент в нем все судьи единогласно признали Лолью виновной. Совсем другое ощущение возникает, если прочитать решение судов. Кроме того, что не все так однозначно, и на самом деле суд первой инстанции Антонио оправдал, выяснится, что доказательств вины Антонио гораздо больше, причем некоторые из них весьма неприятные. Правда, и они тоже тянут лишь на косвенные, но их много. И все вместе они, по крайней мере, объясняют, почему следствие и судьи так убеждены, что Роберто убил ее муж. Например, потому что есть показания. После исчезновения Роберто Антонио вычистил металлическим скребком и начисто вымыл мостовую перед воротами дома. Или потому что, когда на ТВ просочилась информация о видевшем Антонио в ту ночь свидетеле, он устроил с приятелем следственный эксперимент. Они проверяли, можно ли на таком расстоянии узнать человека в лицо. Само по себе еще не улика. Вот только проверяли видимость они не на той улице, что по ошибке была названа в новостях, а именно там, где все реально произошло, и о чем знали лишь следователи. И откуда же тогда Антонио было известно точное место, как не оттуда, что он сам там был? В общем, Антонио этой проверкой себя сдал. Еще одна странность. Утром Лолья с фотографией жены пошел ее искать по соседям. Но зашел почему-то только к видевшему его на дороге Лорису Годзи. Настаивал на том, чтобы осмотреть квартиру, вернулся еще раз после обеда. У домашних Лориса возникло ощущение, что Антонио заходил вовсе не за женой, а проверить, что известно хозяину. Но больше всего на суд повлиял даже не коронный свидетель, а сам обвиняемый. Точнее, его постоянное вранье. На столе у судьи оказалась запись разговора Лольи с любовницей, где он упрекает ее в единственном, но большом недостатке – привычке говорить правду. Тогда как правду говорить вообще не нужно, всегда найдется подходящая случаю ложь. Да и без этой записи по поведению Антонио Лольи было видно, что искренность и открытость ему, мягко говоря, не свойственны. Конечно, за вранье пожизненный срок, как за убийство, не дают. И в Уголовном кодексе Италии предусмотрено, что приговор виновен возможен только тогда, когда нет ни одного разумного сомнения. О том, есть ли почва для этих сомнений в деле Антонио Лольи, споры идут до сих пор, хотя окончательный приговор был вынесен еще в 2019 году. Согласно ему, Антонио Лольи виновен в убийстве своей жены, и дело было так. Роберто, уже приготовившись ко сну, подслушивала телефонный разговор мужа с любовницей и была обнаружена. Она испугалась и убежала через поля возле дома в страхе за свою безопасность. Лольи сел в свой автомобиль Ford Escort и ждал на улице, пока жена выйдет из полей на дорогу. В этот момент его и увидел Годзи.
Поняв, что его узнали, несмотря на попытку скрыть лицо рукой, Лолли сменил машину и сел в Citroёn C3 своей жены. Затем он перехватил Роберту, заставил ее сесть в машину и увез в неизвестное место, где убил ее. А на следующий день явился с явной царапиной на лице, полученной во время ссоры, которой наблюдали свидетели. Ни одна из альтернативных гипотез, вроде суицида, внезапной амнезии или добровольного ухода из дома, не показалась суду хоть сколько-нибудь правдоподобной. Мотивом убийства определили ухудшение супружеских отношений и намерение обвиняемого избавиться от жены без потери имущества, которые были бы неизбежны при разводе. Поскольку по выбору подсудимого дело рассматривалось в упрощенном порядке, он не мог получить больше 20 лет. Этот максимальный в данном случае срок ему и дали. По сей день он продолжает утверждать, что жена ушла из дома сама и греется сейчас на солнышке в какой-нибудь тропической стране. Вряд ли сам он в это верит. Дети были для Роберты всем смыслом жизни и светом в окошке. Она никогда бы не оставила их, и в этом уверены абсолютно все, кто ее знал. Да и вряд ли организованная и пунктуальная до маниакальности Роберта отправилась бы в теплые страны в пижаме, без денег, телефона и документов. После исчезновения Роберты Сара переехала в дом Антонио. По одной версии через 2,5 месяца, по другой через 1,5 года. Дети, которым на тот момент было 15 и 12, ее приняли. Отзываются о Саре исключительно хорошо, благодарят за помощь в трудный момент. В виновность отца они не верят, как не верят в то, что матери больше нет. Что ж, их можно понять. Когда выбор стоит между вариантами «наш отец убил нашу мать из-за своей любовницы, которая теперь живет с нами», и «отец ни в чем не виноват, мама скоро вернется, а пока нам помогает добрая женщина», мало какая психика не ухватится за более щадящий вариант. К тому же, когда в деле есть столько неясностей, позволяющих это сделать. Старший сын Даниэля вместе с дедом по отцу и Сарой тянут лямку на семейной фирме. Младшая дочь пока себя не нашла, подрабатывает моделью. Антонио с Сарой поженились, как только Роберту признали умершей. Они продолжают бороться за пересмотр дела и мечтают, что скоро Антонио освободят, и для них станет возможным обвенчаться в церкви. Большинство адвокатов и церковников считают, что шансов нет ни на то, ни на другое. Когда я работала над сценарием к этому видео, я столкнулась с целой массой противоречащих друг другу фактов, но так и не смогла решить для себя, виновен Антонио или нет. В какой-то момент у меня даже сложилась собственная версия. Антонио действительно гонялся в тот день за Робертой, но за тем, чтобы вернуть ее домой, а не убить. Он упорно не сознается в этом, боясь, что ему не поверят, а убил женщину, возможно, кто-то другой, оказавшийся поблизости случайно, например, все тот же кладбищенский сторож. Вы тоже вполне можете составить и свое мнение о том, что же произошло в ту ночь, ведь вряд ли когда-нибудь появятся новые доказательства или обстоятельства, которые его опровергнут. Но самый ли это главный вопрос? Возможно, важнее понять, как случилось, что два человека покалечили друг другу жизнь, вместо того, чтобы вовремя развестись. Роберта хотела идеальную семью и идеального мужа. Долго пыталась заставить себя любить, причем любить не абы как, а только так, как надо ей. И даже когда поняла, что потерпела неудачу, решила сыграть неверность мужа как козырь, чтобы оставить его без штанов. Антонио был в браке с женщиной, которая давно стала ему в тягость, и имел 8-летний тайный роман с той, которая была и по сердцу, и по характеру. Но разводиться и он не хотел, потому что не хотел оставаться без штанов, да и вообще делиться, похоже, не собирался. Итог. Немолодой уже Антонио просидит в тюрьме в лучшем случае до старости. Роберта, скорее всего, лишилась жизни, а даже если нет, она все равно осталась без семьи, за которую так боролась. И всего этого можно было бы избежать, просто договорившись друг с другом о разводе. Состояние семьи Лолли равнялось примерно 3 миллионам евро. Неужели желание не делить их, а обязательно оставить другого без штанов стоило того ужаса, который свалился в итоге на всех участников этой истории? Однажды в Италии.